Добрый день, дорогие дамы и господа! В эфире обзор финансовых рынков за 240 секунд. С нас контент, с вас лайки и подписка. Начнем мы с фундаментальных новостей. Первое, что сегодня очень важно, в четверг выйдут данные по индексу потребительской инфляции. Один из очень важных индексов, за которым следит ФРС. И отталкиваясь от результатов которых уже принимается решение о повышении или не повышении процента ставки доллара. Ожидается, что инфляция замедлится, будет 3,6 годовых, прежнее было 3,7 годовых. Дальше мы узнаем первичные заявки на пособие по безработице и запасы сырой нефти. И через 20 дней у нас будет информация по тому, останется ли процентная ставка на прежнем уровне. Такая вероятность 88,2%. Дальше к техническому анализу посмотрим мы на рынок фонды S&P. Тестирует сопротивление 4375-4400 пунктов. Возможно, будет подъем в сторону съема ликвидности в диапазоне 4420. Полностью перекроется гэп, протестируется уровень Fibonacci 0,236. И после чего же продолжится снижение дальше в сторону 4200, может быть 4120, даже в этот диапазон может пойти индекс. NASDAQ, картинка та же самая, тестируется сопротивление 15240, 15260, плюс нисходящая линия тренда. Ожидается, что здесь NASDAQ увидит сопротивление и отсюда будет начинаться откатное движение. Золото практически дошло до цели, которую мы описывали, 18.85, уже тестирует 18.82, тестирует скользящую 30, ожидаю, возможно, даже поход в 19.00, и отсюда уже будет какая-то коррекционная конструкция после такого хорошего лонгового движения. Total тестирует поддержку 1,03 триллиона долларов, пытается удержаться над этим уровнем. Если не удержится, будет спускаться дальше в сторону 985 миллиардов долларов. Если же удержится, возможно, мы увидим какое-то повторное откатное движение в сторону 1,05. И отсюда уже снижение будет. Я все равно ожидаю движения в этом направлении. Доминация биткоина немножко приостановилась в диапазоне 50-85. Не исключаю возможности еще раз похода вверх, снять ликвидность здесь 51.63, потом уже идти на коррекцию. Доминация эфировская снижается, может быть еще откат в 18.50. В целом дальше движение смотрю 17.22. USDT пытается закрепиться выше 8%. Сейчас я уже предполагаю картинку увидеть какой-то откат в сторону 8%, потому что это уже поддержка. И продолжение движения в сторону 8.53, что в принципе повлечет за собой снижение стоимости биткоина. Капитализация альткоинов пробила 322 миллиарда долларов, движется в сторону 307 миллиардов долларов и возврат внутрь нисходящего канала. Стоимость биткоина пытается удержаться в районе 26 800, 26 900. Здесь скользящий средний 200, 233. Пытаются его удержать, но в целом уже дотронулись 26 500. Возможно, некий откат будет в сторону 27 300. После чего продолжится снижение в сторону 25 тысяч долларов. По эфиру картинка та же самая. Ожидаю движения в сторону не выше сопротивления 16.30 и продолжение движения в сторону 13.70, 14.00. На этом буду заканчивать наш обзор. Обязательно подписывайтесь на наш канал, отмечайте лайком, нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе всех следующих выпусков. Всем желаю большого профита, попутного тренда. Всем пока.